Всех приветствую, мои дорогие друзья. Мы с вами очень давно не виделись. Прошло с момента последнего видео больше года. Тогда мне было 16, теперь мне уже 18 лет, господа. Что могу вам сказать? Много чего за этого времени поменялось, но я в целом остался прежним человеком, что вас наверняка очень радует. Начнем с того, что, как вы видите, больше нет моего микрофончика, с помощью которого я записываю звук. Я его продал. Возможно, да. Так, стоп, господа. Кондиционер надо выключить. В общем-то, да. Я его продал не в связи с тем, что я сдался, что я плохой ютубер, и что я решил, что ну его, мне оно не надо. В связи с переездом, возможно, те ребята, которые заходили в описание прошлого видео, нашли мой телеграм-канал, и там они увидели несколько параграфов с важной информацией по этому поводу. Да. Кстати, по поводу телеграм-канала, там гораздо чаще выходят посты. Если вам вдруг правда интересна моя жизнь, вы можете посмотреть они именно там. Ну так вот, в общем, в этом телеграм-канале я информировал вас о том, что в данный момент я иностранец, я приехал в другую страну и сейчас проживаю в Греции, город Салоники, так называемый Петербург Греции. И здесь я учу язык, здесь я живу, занимаюсь спортом, то есть продолжаю свою жизнь. Вот. Отвечу на несколько вопросов, которые в целом встречались в комментариях. Комментариев было довольно-таки много. Первое. Со мной случилось что-то плохое. Ни в коем случае. Такого не случилось. Просто у меня был в целом очень насыщенный год. И довольно много всякого я пережил. Могу рассказать про это. Думаю, ограничиваясь только самыми важными событиями. Первым делом это, конечно же, появление девушки. Это прекрасное нововведение в моей жизни, которому я исключительно и безмерно рад. Недавно у нас не стукнул 1 год. То есть, понимаете, уже все довольно-таки серьезно. Вот, это переезд в Грецию. Серьезные изменения в моей жизни. Пока трудно сказать, рад я этому или расстроен. Безусловно, тот опыт, новый опыт, новая культура, которую я хотел впитать, она постепенно заезжает ко мне в голову вагонами, потому что, правда, здесь все абсолютно по-другому. Вот, но, безусловно, у этого решения были свои минусы. Это тяжесть финансовая, поскольку даже несмотря на то, что сюда приехал я уже с накопленным капиталом, часть моих денег, часть помогли родители, я все равно не чувствую себя здесь финансово умеренно, так же, как и в России, потому что цены здесь соответствующие Европе. Вот, к тому же я, грубо говоря, отделился от всех своих близких людей. Это мой близкий друг, это моя девушка и моя мама. Вот. И сейчас я нахожусь совсем один, хотя так даже не планировалось. Мой друг должен был получить визу, и этот или даже 2-годовой план, который мы вместе с ним строили, оборвался. Вот так глупо. Но при этом со всеми людьми я все так же поддерживаю отношения. То есть я никуда не теряюсь и в целом не считаю, что это конец жизни. Просто для меня, как для социального человека, немножко трудно адаптироваться к новым условиям виртуальной связи. Вот. Переложу в другую ручку, чтобы не затекало. В общем-то, да. Что еще? По поводу душевно больного
больным, скажем так, как в те времена. Сейчас я стал более проработанным человеком. Сейчас я точно уж не занимаюсь селф-хармом, да. Вот, но если обращаться к прошлому, то, безусловно, на моем теле есть некоторые следы грехов. Не скрываю этого. Да, было, да, глупость. Но мне приносило это своеобразное успокоение, как и всем людям, которые этим занимаются. Значит, вот. Кстати, я забыл, господи, я забыл про визуальные триггеры, господа. Ну что это такое, что это такое, что это такое? Сейчас надо подумать, что я из вас вытягиваю. Давайте начнем со стресса. И переложим тогда уже в эту руку, потому что я правша. Стресс вытягиваю, много стресса вытягиваю. Выкинул. Так, что еще вытягиваем с вас? Я вытягиваю с вас негатив, бросьте его. Так. И выбрасываем нафиг его. Все депрессивные расстройства, шизофренические, какие только могут быть связаны со здоровьем, с физическим, с ментальным. Оно вам не нужно. Оно вам ни зачем вообще не нужно. Вот, а теперь продолжаю свой монолог по поводу курения. Начнем с того, что даже так у меня был период жизни с появлением девушки, в голову стали приходить, безусловно, положительные мысли, и на полгода я даже бросал курить. Но сейчас, в связи с тем, что переживаю довольно-таки трудный период своей жизни, с этим переездом, с новым местом учебы, с тем, что я расстался с близкими на физическом уровне, это все, безусловно, давит. И сейчас курю, но не в таком большом количестве, конечно же. То есть в умеренном я не выкуриваю пачку за день, да, и меньше курю пол. Я курю 3 сигареты в день. У меня вот такое сейчас ограничение, которое я стараюсь не нарушать. Вот. В общем-то, так. При этом мое отношение к курению в целом осталось неизменным. Я все так же получаю удовольствие от эстетики. Кстати, обратите внимание, в этот раз я без фингала. Я живой, я целый. Господа, ну как такое может быть? Вот не поверите, я без фингала, но я живу здесь всего 1,5 месяца, но я уже успел подраться. Вот как такое может быть? Вы понимаете, это все глупость какая-то, самая настоящая глупость. К слову о том, что у меня здесь как-то все странно складывается. К слову, давайте поговорим о позитивных вещах, которые преследуют меня в этой жизни. Это квартира, в которой я сейчас нахожусь, я все-таки смог ее найти. Это было очень тяжело, потому что я искал ее первый раз в другой стране. Вот, но я очень доволен тем, что я по итогу нашел, потому что у меня большая кухня, у меня есть отдельная спальная комната, у меня есть отдельный туалет. В общем, квартира не коробка, чему я безмерно рад. Кухня, кстати, для меня самое важное, потому что я очень сильно люблю готовить. И готовить в 2 квадратных метрах мне не кайф. К слову, да, доказываю о том, что я в Греции. Знаете, что написано? Apertio. Ой, aperto. Signomi. Ой, вы меня поняли. Signomi это значит извини, я путаюсь.
вопросом разных вещей, но сейчас я скорее нахожусь в процессе адаптации, и все же апатия, глупая это апатия, гребаный мой спутник все так же остается со мной, поэтому сейчас у меня из дополнительной деятельности, кроме обучения, только спорт на невысоком уровне. То есть, да, раньше мне очень много удовольствия это приносило, это была, безусловно, большая часть моей жизни. Сейчас я занимаюсь спортом просто с целью поддержания фигуры, скажем так, и своего здоровья. К слову о том, я рад, что у меня хорошая растяжка. Я буквально недавно смог закинуть ногу выше головы. Представляете, да? То есть я же не просто тупо спортом занимаюсь. К слову о том, до этого я просто ходил в спортзал 5 лет. Или даже 6 лет я ходил в спортзал. У меня была отличная форма. Вот. Опять холодильник шумит. Вот, но сейчас в целом я не могу сказать, что я прям таки сильно обнищал в плане фигуры. Я все так же выгляжу подтянуто, спортивно, нормально. При этом я за питанием вообще не слежу и занимаюсь вот 2 раза в неделю на турничках. И делаю пробежку по набережной в воскресенье. То есть сегодня, прямо после записи этого видео, я пойду заниматься спортом. К слову, с прошлым видео была абсолютно такая же история. Перед спортзалом всегда такое настроение, что хочется поболтать. Так, в качестве доказательства надо показать вам мою форму. Я думаю, нормально пойдет. Хотя, знаете, думаю, для 18 лет по меркам ТикТока это слабенький результат, которым вообще не то, что гордиться не нужно, которого нужно стесняться. Вот. Я не знаю, какие сейчас мерки. К слову, ТикТока у меня нет уже 5 лет, наверное, я его очень давно удалил. Такие дела у меня. Ну, слушайте, если бы у нас с вами была односторонняя конфронтация, интересно бы, безусловно, не было. Поэтому прошу, расскажи ты, друг или подруга моя, как сейчас проходит твоя жизнь. Не все думают об этом. Для меня это удивление, но не все об этом думают. Не все уделяют время этому. Давайте выделим вместе прямо сейчас. Вот, например, у тебя есть мечта. Может быть, какие-то локальные цели. Если твой ответ нет, я думаю, это тоже нормально. Все мы разные люди в разном времени, в разных странах, городах, разного возраста, разных имен и разных историй. Как твое здоровье, не беспокоит? Надеюсь, что нет. Блин, к слову, у меня со здоровьем за последний год вообще какая-то чушь была. Вот, признаться честно, да, у нас тут канал без стеснения, правильно? Вы когда-нибудь видели мошонку, одно яйцо размером с яйцо Киндер-сюрприз? Я видел, и, к сожалению, я был буквально тем самым прилавком, в который это киндер-яйцо положили. Это было ужасно, мне кололи антибиотики. И ходить с таким яйцом в штанах вообще не смешно. Это было очень грустно. Но... А все просто из-за того, что я ударился яичками на заброшке. Я просто вызвонил с Петивой Масленниковым и решил, что снимать домашний госпаспорт. Снимать домашний госпастер — это очень весело. В целом так оно и оказалось. Я отлично провел время, только с одним побочным эффектом. Вот. Я так хотел сделать 2 кандидата мастера спорта. Но, к сожалению, просто по здоровью мне пришлось уйти от этой идеи. Надеюсь, что вы с такими историями не встречаетесь в своей жизни. Ни вы, ни
что-то не вижу вас. Вот где-то ты там сидишь. Может быть телевизор, может быть телефон, может быть компьютер, ноутбук, неважно. Где-нибудь там, да ты точно сидишь и смотришь сейчас меня, чему я несказанно рад. В любом случае, мой монолог сегодня подходит к концу. И я хочу, чтобы ты поделился своим мнением об этом видео в комментариях. Если вдруг оно понравилось, ты можешь закрепить свое мнение лайком и подпиской. Я буду еще